Привет! Я хочу задать вам вопрос. Вас когда-нибудь преследовали? Были ли у вас случаи, когда вы стали жертвой нетсталкинга? Только по информации МВД в стране ежегодно исчезает около 2000 человек. Сегодняшнее видео будет о том, как обезопасить себя в интернете и в реальной жизни. Будет очень много интересной информации. С вами, как всегда, Маша Рябинина. Заваривайте чай, берите печеньки. Приятного просмотра! Я хочу поделиться с вами одной увлекательной историей. Она будет о том, как парень преследовал свою коллегу по работе. Неделю назад мы говорили с подругой по телефону, и она мне рассказала этот случай. Она работает в кафе, и к ней постоянно приходила по утрам одна и та же девушка. Спустя какое-то время стал заходить молодой человек. Он первый раз угостил ее кофе и начал подсаживаться к ней, хотя она любит сидеть одна. После этого молодой человек начал спрашивать про эту девушку, как часто она здесь бывает. Моя подруга сказала, что она постоянный гость и больше ничего ему не говорила. На следующий день, когда пришла эта девушка, моя подруга рассказала ей об этом, чтобы предупредить ее. Девушке стало сразу неловко от этого, и она сказала, что это ее коллега. Забрала кофе и ушла. Хотя по ней было видно, что она испытывает дискомфорт. После этого случая она перестала появляться в кафе. Моя подруга стала переживать за эту девушку, но тут опять пришел этот молодой человек и начал про нее спрашивать, так будто она его собственность. Прошла неделя, но девушка не появлялась больше. Моя подруга знала, где она работает, и в один из дней решила прийти к ней на работу и поинтересоваться, все ли с ней нормально. Как оказалось, она не хочет ходить к ней в кафе, так как ее пугает навязчивость ее коллеги. И она рассказала ей то, что он ее преследует, и она думает из-за этого увольняться. Вот такая вышла предыстория, и я уверена, что таких ситуаций возникало много. Хотя казалось бы, что в этом такого? Можно же ведь просто забанить и перестать вести диалог с таким человеком. Но не так все просто. Сегодня вы его забаните, а завтра он будет вас ждать возле вашего подъезда. Даже если вы никогда не встречались с таким человеком в реальной жизни, с новыми технологиями и ботами в Телеграме вас очень легко вычислить. Начнем с основных характеристик таких людей. Чаще всего они одержимые и стараются центрировать все свое внимание на одном человеке. Они бредят и склонны выдавать желаемое за действительное. Как пример в нашей истории, что коллега решил, что девушка его. Также эти люди не принимают отказов и начинают сразу проявлять агрессию. Они сами по себе типичные одиночки, и по большей части они свободны. Даже если вам кажется, что они приятны и понимают вас, это еще один пункт, который должен вас насторожить, ведь они зачастую вторгаются к вам в доверие, а потом этим пользуются. Многие люди из вас скажут, а как вообще понять, что является сталкингом, а что нет? Сейчас мы углубимся в эту тему более подробно. Есть несколько косвенных признаков, по которым можно определить сталкинг. Первое. Настойчивые звонки и сообщения. Писать или звонить человеку, с которым хочешь поддерживать общение, это нормально. Ненормально, если продолжаются навязчивые звонки и сообщения, хотя вы ясно дали понять, что вы не хотите общения. Второе. Слежка в социальных сетях. Если человек пролайкал все ваши фотографии, даже самые старые, начал добавлять ваших друзей, присоединяться к вашим группам, постоянно пишет комментарии ко всем постам, а также он не упускает возможности поддеть вас по любому поводу. Такое поведение должно вас насторожить. Третье. Пристальное внимание к подробностям частной жизни. Это когда вы понимаете, что человек знает о вас больше, чем вам хотелось бы. Например, он в курсе ваших отношений с другими людьми и осведомлен даже о том, что вы едите на завтрак и где вы часто бываете. Но если вы никому об этом не говорили и нигде об этом не упоминали, подобная информированность говорит о слежке. Четвертое. Общение через других людей. Допустим, вы заблокировали преследователя в социальных сетях, внесли его почту в черный список и сменили номер телефона, но при этом человек не оставил попыток связаться с вами и будет передавать послания, угрозы и признания через ваших друзей или родственников, то это можно тоже считать сталкингом. Пятое. Физическое преследование. Одно дело случайно встретить человека, которого вы избегаете, и совсем другое, когда подобное столкновение становится слишком много, что перестает быть похожим на совпадение. Если вы неделями постоянно видите преследователя, то в магазине, то в вашем любимом кафе, это, скорее всего, сталкинг. Шестое. Угроза смертью или самоубийством. Сталкеры часто выбирают подобную психологическую уловку, чтобы заставить вас согласиться на общение или возобновление отношений. Как только он начинает угрожать, что убьет тебя или вас, то это точно сталкинг. Так что же все-таки делать, если вы столкнулись с таким человеком? Первое. Доверяйте своей интуиции. Если ситуация кажется вам угрожающей, скорее всего, так оно и есть. Постарайтесь сделать все, чтобы почувствовать себя в безопасности. Второе. Относитесь к угрозам серьезно. Если кто-то обещает вас убить,
Есть риск, что он не шутит и не преувеличивает. Есть очень высокая вероятность опасности, особенно когда человек находится под эмоциями и способен воплотить свои угрозы в реальность. Третье. Установите свои границы. Постарайтесь сократить общение до минимума. Заблокируйте в социальных сетях, но делайте это максимально осторожно. И ни в коем случае не поддавайтесь на его провокации. Если вы все же решили с ним поговорить, это лишь убедит его в том, что его манипуляции работают, и человек продолжит давить на вас с удвоенной силой. Четвертое. По возможности сохраняйте доказательства. Не удаляйте переписку, записывайте разговоры на диктофон и снимайте преследователя на видео. Обязательно фиксируйте дату, время и место каждого инцидента. Все это пригодится, когда вы будете подавать заявление в полицию. Пятое. Расскажите о ситуации близким друзьям и родственникам, чтобы они могли заранее предпринять определенные действия в случае проявления угрозы на вашу жизнь. Шестое. Соблюдайте безопасность в интернете. Не выкладывайте личную информацию в социальных сетях. Не пишите о своих перемещениях и планах. Если сталкер достает вас в интернете, подумайте о смене своих аккаунтов. Меня тоже не раз преследовали, и я об этом рассказывала в своих других видео, можете пересмотреть. Мои некоторые подписчики заметили очень интересного персонажа. Это моя бывшая подруга, которая начала проявлять свою навязчивость и писать бредовые комментарии под всеми моими видео. А если кто-то ей отвечал, она сразу кидалась на него с агрессией. Я обычно никого не баню, но она перешла все границы, и она стала единственным человеком, которого я забанила на канале. Но это ее не остановило. Она начала писать мне во всех соцсетях, даже в скайпе и стиме. Я везде ее блокировала, но она решила пойти другим путем и стала приезжать ко мне домой с моими друзьями, чтобы попытаться наладить со мной общение. Хотя я дала понять человеку, что мне это не нужно. Через какое-то время она продолжила звонить мне с левых номеров, но я сразу их блокировала. К моему счастью, сейчас она меня не беспокоит. Если ты сейчас смотришь это видео, то пойми одну простую вещь, что нельзя так доставать людей, а потом надеяться на какое-то общение. Могу заверить тебя сразу, что больше его никогда не будет. Напишите, бывали ли у вас подобные ситуации в вашей жизни. Мне будет очень интересно почитать ваши истории в комментариях. С вами была Маша, скоро свидимся.